Анизон – проект для просмотра ваших любимых аниме. Сайт оснащен интуитивно понятным интерфейсом, а благодаря фильтру вы сможете быстро отсортировать аниме по жанрам и ознакомиться с каким-то новым тайтлом. Присутствует также и система рейтингов, которая покажет вам лояльность аудитории к выбранному аниме. Ну а во вкладке расписания вы сможете быстро и удобно узнать дату выхода желаемого ангоинга. Смотреть тайтлы вы сможете в HD качестве, при том, что с той озвучкой, которая вам больше всего нравится. А еще пользователям доступны собственные списки для сохранения тайтла в определенные вкладки. Анизон. Смотри аниме просто и бесплатно. Сегодня мы поговорим о 99 главе Перерождения Слизь, где спустя кучу времени недопонимания между людьми и монстрами настало примирение, а за ним и пьянка-гулянка, где все недопонимания будут сглажены, но без нелепых ситуаций, конечно же, не обойтись. Здорово, ребятки анимешники, у микрофона Зик, а вот ребята, которые оставили свой коммент под прошлым роликом. Ну а мы начинаем. После окончания битвы Римуру пригласил весь этот святой авангард к себе в Федерацию монстров Джура Темпест, где его здешние подчиненные оказали гостям теплый прием. Хотя было видно, что монстрам было несколько не по себе, ведь рыцари храма также принимали участие во вторжении Фармаса в их дом. Но теперь уже все было в прошлом, и их главной задачей было каким-то образом развеять эту враждебность. Затем, после изнурительного сражения, для того чтобы сбросить с себя напряжение, Римуру решил проводить гостей к горячим источникам. Однако у Хинаты возник вопрос, почему именно он решил пройти с ними по горячим источникам для женщин? Правитель Темпеста в душе все ж таки мужчина, и поэтому Сакагучи не хотела там его видеть, чтобы он не глазел куда не стоит. К тому же она все еще не отошла от необдуманных слов по поводу ее ранения и обнаженной груди, которую он видел. Хотя это всего лишь было предлогом одеть Юкату. Римуру после такого пришлось отказаться от похода в женскую баню, ведь ему не хотелось, чтобы та, с кем он хочет помириться, узнала, что все это время Демон Лорд шастал в баню только с девушками, хотя Шион чуть было не разболтала правду. Вследствие чего Римуру пришлось идти в мужскую баньку, где, впрочем, правителю готовы были уделить не меньше внимания. Бенемару хотел спинку потереть, Суэй волосы, в общем, чисто мужские посиделки. Однако по итогу владыка демона мылся в одиночестве, пока все принимали совместные водные процедуры, поскольку Шуна была в ярости и не хотела принимать того, что ее брату, владыка демонов, достанется первым. В женских горячих источниках, помимо столь пристального любования обнаженным телом Люминас Валентайн, за что Сакагучи действительно была признательна Римуру, у них завязался разговор, насколько же тяжело было все это построить. Хинате казалось это прихотью владыки демонов, ведь стоит ему хоть что-то произнести, и его подданные тут же должны исполнить это. Вот только Валентайн считала это ошибочным суждением, ибо не было ничего неразумного в том, чтобы правитель изо всех сил старался улучшить жизнь своего народа. Эти слова заставили стойкую Хинату осознать, насколько же она была неправа. Так что после всего, уже на банкете, Сакагучи все же решилась извиниться перед Римуру. Она просила прощения, сваливая всю ответственность на себя, говоря, что ни ее люди, ни Люминас не причастны ко всему этому. Владыка демонов же говорил не зацикливать больше внимания на этой мелочи, ведь все недопонимания теперь в прошлом, а их главной задачей на сегодняшний день было прекращение охоты на Магверий только потому, что они были монстры. Конечно же, будет непросто вот так вот взять и принять дружбу с теми, кто действительно может представлять угрозу людям. Однако нужно осознать, что большинство Магверий добрые и хотят также мирно дружно жить на своей земле. Плохие индивиды есть что среди
людей и что среди монстров. Но это не повод осуждать жителей Темпеста только потому, что они такие. Поэтому с этого момента церковь будет постепенно убирать плохое суждение в сторону Макверий и небольшими шажками налаживать с ними отношения. Люминес сама же не волновали такие мелочи. Она собственными глазами увидела, как прекрасно это место. Вот только вместо этих разговоров ей хотелось поскорее выпить хорошей темпестской выпивки. После чего и началось пиршество, где и монстры, и последователи храма мирно пили себе алкашку, заедая все это традиционной японской кухней. Отчего, кстати, Хината была вообще без ума. Такая приятная обстановка заставила всех последователей церкви без исключения осознать свои ошибки и извиниться перед Макверями. Ну и самое веселое, Валентайн научила нового владыку демонов пьянеть от алкоголя путем подавления навыка нейтрализации яда. Услышав это, Вильдора начал хвастаться, что овладел этим уже целую вечность назад. Так что вот где он опыт. И как результат, Римуру напился в хламину и уже к утру просил помощи у мудреца Рафаила. Но он не стал помогать ему, говоря, что правитель Темпеста заслужил это, ведь тот сам решил подавить нейтрализацию ядов. Так что вот такие вот дела. Примирение между людьми и Макверями наконец-то уже не за горами. Однако в игре еще есть темные лошадки, которые только и ждут скорейшей кончины Римуру Темпеста. А на этом ролик подходит к концу. Пишите свои мысли по поводу этого ролика, выскажите свое мнение, что вам понравилось, а что не понравилось, и несколько комментариев попадут в следующие ролики. Если тебе понравился ролик, тогда лайк и подписка для меня будет лучшей благодарностью. А также не забываем про колокольчик, ведь в последнее время не всем приходит уведомления. Всем спасибо за ваш просмотр и всем пока-пока.